Привет, привет, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья, я учитель русского языка. Вы смотрите мой канал Practical Russian. Это еще один урок с грамматикой. Этот урок для уровня А2. Сегодня я расскажу вам, куда я пойду в выходные и куда я поеду в июне. В этом видео мы будем изучать порядковые числа. Первый, второй, третий. В конце видео будут вопросы для практики. Я даю уроки. Если вы хотите встретиться со мной, ссылка на мой календарь внизу. Также есть бесплатный файл с разговорными фразами. Ссылка внизу. Это совершенно бесплатно. А сейчас куда я пойду? Куда я поеду? Давайте начинать. Ой, сегодня на улице очень тепло, поэтому я в светлом. Сегодня жарко, и дома тоже жарко. Сейчас май, сейчас уже конец мая. Май – это 5-й месяц. Первый месяц был январь, второй месяц был февраль, третий месяц был март, четвертый месяц был апрель, и сейчас идет 5-й месяц. Май – 5-й месяц. Но уже на улице очень тепло. Следующий месяц будет июнь. Июнь – 6-й месяц. Почти полгода прошло. Уже 5 месяцев прошло. Почти. Сейчас конец мая. Сегодня 23 мая. Завтра будет 24 мая. И сейчас 2024 год. Следующий год будет 2025. Уже прошло почти полгода. Да? Очень быстро. Завтра у меня выходной. Завтра я отдыхаю. И я хочу пойти в кино. Завтра 24 мая, завтра пятница, завтра 5-й день недели, да? Понедельник – 1-й день недели, вторник – 2-й день недели, среда – 3-й день недели, четверг – 4-й день недели, пятница – 5-й день недели, суббота – 6-й день недели и воскресенье – 7-й день недели. Люди начинают работать в понедельник, и последний рабочий день – это пятница, поэтому люди любят пятницу. Завтра я тоже отдыхаю, завтра 5-й день недели, и я пойду в кино. А в июне я поеду в Москву. И мне нужно купить билеты. Мне нужно выбрать кинотеатр и выбрать ряд и место. И тоже мне нужно купить билет на поезд. Мне нужно выбрать вагон и место. Давайте сделаем это вместе. Завтра у меня выходной. Я хочу пойти в кинотеатр. Завтра я пойду в кинотеатр. Это браузер Яндекс. Здесь я пишу Дом кино, Санкт-Петербург. Я люблю этот кинотеатр. Я часто хожу в этот кинотеатр. Он находится в центре Санкт-Петербурга на станции метро Гостиный двор. Это сайт кинотеатра. Я нажимаю кинотеатр Дом кино. Здесь я вижу сайт кинотеатра. Здесь я вижу адрес и телефон. Мне нужно расписание. Я нажимаю на расписание. И я вижу, какие фильмы сейчас показывают в кинотеатре.
Сегодня четверг, 23 мая. Я хочу пойти в кино завтра. Я хочу пойти в кино в пятницу. Завтра пятница, завтра 24 мая. Здесь расписание, какие фильмы будут показывать завтра, 24 мая. В большом зале только 2 фильма. Так, в синем зале показывают разные фильмы. Есть фильмы утром и есть фильмы вечером. В белом зале... Что показывают в белом зале? Например, в 4 часа. Мне кажется, идеальное время. Стоимость билета 250 рублей. Это фильм 2023 года. Страна Великобритания. Перевод, дублирование. Этот фильм будет на русском языке. И актеры Энтони Хопкинс. Интересно, хорошо. Я хочу посмотреть этот фильм. Здесь я нажимаю подробнее о фильме. Здесь информация о фильме. Я могу посмотреть трейлер, если я хочу. И сеансы на этой неделе. Сегодня четверг, 23 мая. Сегодня я занята, сегодня я работаю. Я хочу пойти завтра, я хочу пойти в пятницу. Пятница – это 24 мая. Я нажимаю «Купить билет». И здесь я вижу афиша, здесь экран. Какой билет выбрать? Где я хочу сидеть? Так, это первый ряд, второй ряд, третий ряд, четвертый ряд, пятый ряд, шестой ряд, седьмой ряд, восьмой ряд. Всего в зале 8 рядов. От экрана первый ряд и последний ряд восьмой. Какое место выбрать? Может быть, я буду сидеть на первом ряду, на втором месте, ряд 1, место 2. Или где-нибудь в конце, на 8 ряду, на 5 месте, например. Не знаю. Или где-нибудь в центре, на 5 ряду, на 4 месте. Еще никто не покупал билеты. Я могу выбрать любое место, где я хочу сидеть. Я думаю, зал небольшой, я люблю сидеть недалеко от экрана. Я обычно сижу на 2 или на 3 ряду. Где-нибудь в центре? Может быть. На 2 ряду, на 4 месте. Да, выбираю. 2 ряд, 4 место. Далее 250 рублей. Мне нужно оплатить 250 рублей. Здесь оплата билета. Я выбрала белый зал, 2 ряд, 4 место. Билет обычный, 250 рублей. И я могу оплатить. Мне нужно написать свой номер телефона и e-mail. И я могу оплатить Сберпэй. В следующие выходные я хочу поехать в Москву к подруге. И мне нужно купить билет. Здесь я пишу в Яндексе РЖД «Купить билет». Я открываю, например, Туту.ру. Там я могу купить билет. Из Санкт-Петербурга в Москву. Он предлагает мне. Сегодня 23 мая. Я хочу поехать в пятницу, 31 мая. Я хочу поехать в следующую пятницу. Это будет 31 мая. Мне не нужен обратный билет. Я хочу купить билет туда, из Санкт-Петербурга в Москву. Найти билеты на поезд. Ищем билеты. Так, это ночь. Поезд едет 9 часов. Нет, это очень долго. Ночной экспресс тоже 8 часов 40 минут. Нет, 10 часов. Нет.
может быть днем, в час дня, но билеты от 15 тысяч. Это очень дорого для меня. Так, следующий поезд. Нет, это очень долго, весь день нужно ехать. Нет. Сапсан 4 часа. Ага, от 15 тысяч. Нет, это дорого. Ласточка 6 часов. Может быть, этот 6 часов ехать днем в поезде. Я, конечно, могу работать. Ну, хорошо, выбрать места. И здесь выберите вагон и места. 6 вагон, 7 вагон, 8 вагон, 9 вагон, 10 вагон. И он показывает, какие места свободны и сколько мест. 10 мест свободно в 6 вагоне, 16 мест свободно в 7 вагоне, 17 мест свободно в 8 вагоне и так далее. Например, 8 вагон. Здесь есть более удобные места. Мест у окна нет. Это место уже продано. Но можно выбрать любое другое место. 42 место свободно, 48 место свободно, 54 место свободно и так далее. Можно сидеть здесь. Здесь будет багаж. Почему нет? Еще есть в 4 вагоне. Например, в 4 вагоне 87 место. Да, можно оплатить. Место будет у окна. Хорошо. К пассажирам. И здесь я пишу фамилию, имя, отчество, пол, мужской или женский, дату рождения, мой паспорт, телефон, электронную почту. И мне нужно оплатить. И все. Так я покупаю билеты онлайн. Это будет 31 мая. Поезд выезжает из Санкт-Петербурга в 1:20, и он будет в Москве в 7:40. 6 часов 20 минут. Я буду в поезде сидеть. Вагон 4, сидячий, место 87. Теперь у меня есть билет в кино и у меня есть билет на поезд. Я делала видео, как правильно использовать теперь и сейчас. Если вы не понимаете, вы можете посмотреть это видео, когда мы используем сейчас и когда мы используем теперь. Я купила билет в кино, я купила билет на поезд, и теперь я могу пойти в кино, и я могу поехать в Москву. Завтра, 24 мая, я пойду в кино, и следующие выходные, это будет 31 мая, я поеду в Москву. Если вы все понимаете, если вы смотрите это видео без субтитров, я рекомендую вам больше слушать, чтобы быстрее улучшить свой русский язык. Для этого я записываю подкасты, это небольшие истории. Вы можете слушать эти истории, вы можете читать эти истории. У меня есть транскрипции с историями. Получить эти транскрипции можно по ссылке внизу. У меня для вас несколько примеров. Он первый раз в жизни играл в гольф. Он первый раз в жизни играл в гольф. Они учатся во 2 классе. Они учатся во 2 классе. Вам нужен 3 автобус. Вам нужен 3 автобус. Я живу на 4 этаже. Я живу на 4 этаже. Мы живем в 5 квартире. Мы живем в 5 квартире. Откройте учебник на 6 странице. Откройте учебник на 6 странице.
Так, сегодня у меня для вас 4 вопроса. Все нормально. Сегодня очень тепло на улице. Мои вопросы. Вопрос номер 1. Что вы делали первый и последний раз в жизни? Что вы делали первый и последний раз в жизни? Например, вы приготовили что-то и больше не готовили это никогда. Это было только один раз. Первый и последний раз в жизни. Вопрос номер 2. На каком автобусе вы ездите в центр города? На каком автобусе вы ездите в центр города? Номер, пожалуйста. Номер автобуса. Вопрос номер 3. На каком этаже вы живете? На каком этаже вы живете? Номер этажа, пожалуйста. В какой квартире вы живете? В какой квартире вы живете? Номер квартиры, пожалуйста. Вопрос номер 4. Вы ходите в кино или в театр? Вы ходите в кино или в театр? В каком ряду вам больше нравится сидеть? В каком ряду вам больше нравится сидеть? Номер ряда, пожалуйста. Каждое видео – это практика русского языка. Я рада, что вы все еще смотрите это видео. Транскрипция с вопросами и примерами будет внизу. Также есть ссылка на мои уроки и есть ссылка на бесплатный файл. Там самые базовые разговорные фразы, как спросить, где метро, как заказать что-то в ресторане. Если ваш уровень уже intermediate, вы можете слушать мои подкасты. Это небольшие и интересные истории. Если ваш уровень не такой хороший, вы можете читать эти истории. Книга с историями внизу по ссылке. И здесь у меня больше видео с грамматикой. Давайте изучать русский язык вместе.